27 лет, без образования, вообще без опыта в бизнесе. И мне сразу там проект я делаю, который стоит $2 миллиона. Начал бизнес, не имея никаких вообще документов. Просто вот доверился человеку на слово. Я помню, на каждой новой должности мне казалось, я вообще не соответствую. Что будет, если я уйду из компании? Где тебе очень хорошо платили. Но мы с ним, мы не общались 9 лет, обиды были. Покрасить стены, привезти аттракционы и все, и рубить деньги. Бахрейн, Саудия, Эмираты, Индия и даже Пакистан. Казахстанский предприниматель организует ребят с Украины, чтобы они собирали парк Швейцарии. Звучит как фантастика. Как только здесь что-то сделали, все, мы едем покорять Америку. Мы получаем в жизни то, что должны, только тогда, когда готовы к этому. Все стадии вот мы прошли, сейчас уже стадия принятия. Меня зовут Дамир Блялов, я являюсь основателем компании MyKids. И мы делаем детей счастливыми сегодня, чтобы они становились успешными взрослыми завтра. Основное отличие наших парков, то что наши парки рассчитаны на все возраста, как уже я говорил, это вот батутная арена, веревочный парк. То есть аттракционы для взрослых, они делятся на две категории. Семейные аттракционы и экстремальные. Аттракцион «Свободное падение». Здесь посетитель может сам выбрать высоту, с которой ему не страшно уже осуществить прыжок. И семья, вот детский парк и дети – это тот фактор, который должен объединять семью. И у нас есть несколько ценностей и таких дополнительных миссий. Мы, например, призываем родителей не просто следить за своими детьми или там быть их проводниками, а именно участвовать, проходить сложности вместе с детьми. Вот один из примеров родителей как раз таки. Вот отец с матерью, судя по всему, и дети, то есть они одни другим помогают проходить эти препятствия. Пример, отличный пример командной работы. У меня есть личный пример из моего детства. Была у нас высокая гора в поселке Карамурун, и в детстве до 10 лет мне было страшно на нее подняться. В прошлом году я туда ездил со своим сыном, и на тот момент было 6,5 лет, и он, на удивление, то есть с первого раза легко преодолел эту гору. Я думаю, одна из причин, потому что он чувствовал поддержку, что сзади отец всегда может подстраховать. И мы хотим, чтобы MyKids стал таким местом, где родители и дети сближаются. Я родился в 1987 году в Карагандинской области, село Красная Поляна, станция Карамурун. Вот. Я прожил там до 14 лет, до подросткового возраста. В 2001 году мы переехали в Караганду. Там я закончил школу. В школе я учился отлично. И в 2005 году мы сдавали ЕНТ, вот второе поколение, кто сдавал ЕНТ. И мне не хватило буквально 3 балла на грант. И вот первое такое серьезное разочарование в жизни было, когда я не получил грант. Пришлось тогда идти работать. Официантом, кондуктором, швейцаром в гостинице был, торговым представителем, охранником и так далее. Это очень интересный опыт. Весной 2007-го, случайно из бегущей строки, там было объявление, требуется оператор. Я поехал, сдал туда резюме, и как будто чувствовал. Получается, в течение месяца они не звонили, резюме молча приняли, и как обычно бывает, типа, мы вам позвоним. И я, наверное, раза 3-4 раз в неделю стабильно заходил и напоминал про себя. Это был первый парк Babylon в Караганде, в торговом центре City Mall. Как раз тогда, в 2006-м, они открыли первые свои парки в Алмате и в Караганде. Через месяц мне позвонили, и помню тогда еще у меня не было своего телефона, и мне мама позвонила на телефон друга, говорит, там вызывает на собеседование, срочно езжай, я поехал. И, в общем, с этого началась моя карьера в этой индустрии. Я пошел работать оператором, помню, был такой ассессмент, там была группа ребят, и из 8 человек брали только
4. Начал работать, и помню, лето 2007 года, самый центральный торговый центр, ты у всех на виду, там, развлекаешь детей. И как мне тогда казалось, что это, надо искать какую-то более мужскую работу. И я чуть не уволился. Там был вариант пойти грузчиком на пивной завод. И я очень благодарен своей маме, что она меня отговорила. Говорит, во-первых, несмотря на то, что там больше платят, там все здоровье оставишь. Вообще на разных этапах моей карьеры участие моей мамы очень такую роль сыграло. То есть какие-то инсайты, где я мог там неправильное решение принять. Поэтому в целом у меня сейчас у самого 4 детей, да, и как важно выстраивать такие доверительные, дружеские отношения между родителями и детьми. Здесь у нас входная группа, касса, турникеты. Все гости прибывают сюда, приобретают билеты и уже заходят в парк развлекаться. Здесь у нас зона гардероба, автоматизированные шкафчики, полки для обуви. Гости самостоятельно. Есть еще сезонный гардероб, то есть здесь можно верхнюю одежду сложить. Магазин игрушек, развивающие зоны, как, например, раскраска гипсовых фигур. И в этой области у нас зона для малышей. Мы специально отделяем малышковые аттракционы до 5 лет от основного парка, потому что, чтобы дети взрослые и маленькие не пересекались, и маленькие дети в комфорте и в безопасности были. Можно вот здесь снять, показать. Это новый парк на данный момент, лучший в Алмате. Могу сказать это с полной уверенностью и с нескрываемой скромностью. Зона общепита. Здесь у нас 3 концепции из 3 частей состоит. Это фудкорт, зона ресторана, где больше комфорта и тишины. И еще есть пати-румы для празднования дней рождения. Здесь более такая уютная, спокойная атмосфера. Пойдемте дальше. Здесь у нас кухня. Все кухни у нас открытые. То есть это дополнительный фактор, который влияет на качество сервиса, потому что вся наша команда знает о том, что гости постоянно видят все, что они делают. Поэтому мы работаем в таком формате. Намаз-хана, комната матери и ребенка. И хочу особенно выделить и показать вот здесь семейный санузел. Здесь это семейный санузел для разнополых. Отец с дочкой, с разнополыми детьми могут одновременно решить все свои вопросы, так скажем. Помнится, ты меня приглашал в один из парков. Ты говорил, ты ходишь туда с детьми своими, да? Да. Вот. А ты с ними вообще советуешься, чтобы понять там запросы твоей аудитории, что-то улучшить, не знаю, что-то там подкорректировать и так далее? Да. Я вообще, когда бизнес начинал, я был холостой, не было детей. То есть я шел просто, интересно, что делать, да? То есть, но когда появились дети, и у меня их за 8 лет появилось 4, 3 сына, дочка, у меня очень быстро поменялся менталитет, мышление. Я стал лучше понимать свою индустрию. То есть если вот этот молодой парень начинал бизнес, как бы движника хотелось, да, скажем, то сейчас уже более осознанно. Потому что я понимаю психологию родителей, детей, и с детьми активно общаюсь. То есть они, например, старший сын еще в возрасте, до 6 лет ему было, он уже там 2 выставки со мной посетил. То есть он ходит, тестирует. Я его стараюсь вовлекать. То есть мы мужская компания, мы летим вдвоем. Вот в следующем году средний сын. Я прям жду, не дождусь, когда мы с ним полетим. Потому что он очень коммуникабельный. Мне интересно будет, как он на стендах, павильонах там, с моими партнерами, поставщиками будет общаться. Теперь, если касательно парка, мы общаемся, они прям жуткие фанаты MyKids, то есть везде недавно купоны одноклассникам раздавали, их первая работа. И мы обсуждали, что можно улучшить. Я говорю, давайте, ребята, обсудим. И старший сын, он говорит, ему вот 7 лет, он говорит, на батутах, наверное, надо поставить таймер, потому что одни дети мало играют, другие больше, и так нечестно. Он говорит, мы так долго ждали, а потом зашли, 2 минуты попрыгали, и нас оператор попросил уйти. А говорит, если будет таймер висеть, то честно, все по 5 минут, например. И вот 7-летний человек такое предложение. Я говорю, окей, ему вот сидим, я говорю, давай, у кого предложение? Второй говорит,
Маргуан, средний. И он говорит, надо, чтобы операторы с детьми более вежливо разговаривали. Потому что, говорит, я подошел на один аттракцион, и мне оператор сказал, мальчик, сюда нельзя. И он говорит, мне так плакать захотелось. Ну, он такой чуткий сам. А если бы он сказал, мальчик, ты пока еще не вырос, ты иди на другой аттракцион. Ну, и я Более мягче, ловлюсь, да? да? Он говорит, он должен мягче разговаривать. Я говорю, классное замечание. То есть мы как раз сейчас над этим работаем. Я же начинал с оператора, и я помню, что я мог там чужого ребенка взять на руки. Хочешь в эту игру сыграть? А ты знаешь, что такая игра есть. То есть потом мы же посещаем там Диснейленд, Universal, разные там лучшие парки в мире. И мы пытаемся это здесь, сюда сейчас вот привнести. Вот работаем сейчас как раз над тем, чтобы каждый сотрудник парка, вот он к ребенку относился как к другу. И у нас в ценностях компании любовь к детям — это после безопасности вторая ценность, ну вот в списке. Да. Потому что тот, кто не любит детей, он не может работать в нашей индустрии. В общем, над миссией компании очень долго думали. И наша миссия звучит как: мы делаем детей счастливыми сегодня, чтобы они становились успешными взрослыми завтра. То есть мы верим, что дети, если они счастливы в детстве, то они вырастают более полноценными, успешными взрослыми людьми. И вот поработал 4 месяца оператором. Я буквально мне работа начала нравиться. Я новенький в коллективе. Компания растет, и у нас супервайзера парка забирают в другой город открывать новый парк. И я помню, что все гадали, кто будет новым администратором. И я очень удивился, когда мне предложили. Я думаю, окей, попробую. Начал работать, и первые были там интересные нюансы, потому что когда ты вместе с коллегами там на одной позиции, а потом становишься руководителем, тебя не признают. Я помню, как я начал сразу жестко закручивать гайки, ставить дисциплину и так далее. В качестве супервайзера я тоже там очень много активностей проводил там, с торговым центром, с бутиками, делали турниры для банков и так далее. Я фактически жил на работе. В результате новый управляющий решил всю команду менять, и меня попросили уволиться. Я удивился тогда, потому что с такой отдачей, как я, больше никто не работал в коллективе. Мой вот как раз-таки руководитель по Фанкитауну, он в тот момент ушел из Babylon и начал свой бизнес. И мы созвонились, я уехал в Алмату, думал, месяца 3 поработаю, но это оказалось, что я приехал сюда навсегда. Я приехал, начал с супервайзера, через месяц мне доверили уже управление целым парком, я стал управляющим. Прошел год, мы открыли первый Фанкитаун в Апорте. Я тогда работал, руководил филиалом в Талдыкургане. В 2010 году мы насчитывали 3 парка. Мне в тот момент предложили уже новую позицию регионального управляющего. И в 23 года я стал региональным управляющим. Мы открыли еще несколько проектов. Далее, в 2013 году у меня появился региональный управляющий, а я пошел выше, стал исполнительным директором. То есть фактически я был вторым лицом в компании. Были большие планы. Но вот в 2014 году пришел такой инсайт про предпринимательскую деятельность. Тоже, так скажем, агитировал, да, что ты, в принципе, мог бы сам стать предпринимателем. И вот эта мысль засела ко мне в голову. Но я был большим, очень преданным своей компании Фанкитауну и вообще не представлял, что я уйду оттуда. Я пришел к руководителю с предложением стать партнерами, развивать регионы. И мы не договорились, в общем, и я ушел. Но когда я принимал решение об уходе, я смотрел на своих друзей. У меня уже несколько друзей были предпринимателями. И вот хороший пример заразителен, да, то есть я смотрел на них и думаю, если они могут, почему я не могу? Что будет, если я уйду из компании? Какие возможные последствия будут? И вот сейчас, конечно, по прошествии 10,5 лет я понимаю, что это было абсолютно верное решение. Поэтому ни о чем нельзя жалеть. Наоборот, каждый следующий шаг, он раскрывает человека. Когда в человеке есть потенциал, его, если правильно раскрывать, то все получится. Дамир, что тебя сподвигло уйти с хорошей должности, где тебе очень хорошо платили,
и открыть свое дело. И ты не побоялся это сделать. Почему ты так поступил? Хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Да, потому что некоторые спрашивали, ну, в моменте, конечно, не понимали суть этого решения, что в 27 лет топ-менеджер, хорошая зарплата, зарубежные командировки, там последняя марка BMW. Зона комфорта. Да, такая. На самом деле, это мне казалось, что вообще заставило задуматься? Примерно месяцев за 8-9 до увольнения немного почувствовал стагнацию. То есть начинается, допустим, неделя, понедельник, ждешь пятницу. Утром там приходишь, ждешь вечер. Примерно вот так. День сурка. Да, вот примерно. Плюс хотелось каких-то нового опыта, новых компетенций. Но я был большим фанатом компании, я не хотел уходить. И я в течение там, 8-9 месяцев продумывал идею, что сделать. И не хотел уходить до последнего. Пришел к своему бывшему руководителю и сделал ему предложение пойти вместе в регионы, то есть стать партнерами. Вот. К сожалению, мы не договорились, то есть он сказал, мы не сможем быть партнерами. И вот в связи с этим я вышел из компании. А он пожалел на сегодняшний день, как ты думаешь? Не могу сказать, что пожалел, но мы с ним, мы не общались 9 лет после увольнения, там какие-то обиды были. Мгм. Но в прошлом году мы встретились, возобновили отношения, и мы вместе сошлись на мысли, что если бы я не ушел тогда, мы вместе могли сделать больше. Ну, то есть здесь спорно, можно сказать, да? Ну да, потенциально, теоретически мы, наверное, могли бы сделать больше, но вопрос же готовности, Да. его на тот момент, да, к партнерству, моей, может быть, он во мне не разглядел потенциал предпринимателя, вот, например. Но Ну, сейчас я очень рад тому решению, это То есть ты не жалеешь о том? абсолютно нет. И вот здесь, видишь, вот помнишь, мы с Длинная тобой... полоса посадки, Да. они ее сократили же. Они же ее не сильно сократили. Она слишком длинная. Вот сколько метров? Дамира я знаю еще по предыдущему месту работы. Он там был в должности исполнительного директора. Ну, на самом деле приходилось от него страдать, потому что он очень активный, он от всех требует активных действий. Но когда он ушел, я понял, что та компания потеряла очень много. Она потеряла прекрасного исполнителя. Вот. Сейчас Дамир вырос, сейчас и человеческие качества в нем очень сильно преобладают. А нет, а ферри тогда туда можно, на ту стену, наоборот. Вообще, карьера в Фанкитауне — это очень большой кусок моей жизни и души. То есть приезжаешь в большой мегаполис, я до сих пор помню, это было, по-моему, 24 апреля 2009 года, я в городе знал там 2-3 человека. Я помню, на каждой новой должности мне казалось, я вообще не соответствую. Потом уже ближе к новому повышению, здесь я когда уже идеально знаю свою должность, например, региональный управляющий, я становлюсь исполнительным директором. Там не выгребая, там первый год, например, вообще тяжело. Мне казалось, вообще это не мое, да. Но этот опыт 6-летний дал там очень много. Международный опыт, международные выставки, международные партнеры. Я до сих пор помню ребята, ну, то есть взрослые мужчины из США, Великобритании, там приезжали, посещали нас. И они удивлялись, как молодые люди могут такой бизнес делать в Казахстане. Потому что этот человек тоже 20 лет уже в индустрии, у него очень огромный опыт. Фанкитаун в целом на рынке Казахстана — это бенчмарк тоже. В принципе, работа в Фанкитауне, она и повлияла на то, как мы сейчас делаем. Мы в целом против каких-то колхозных вещей, стараемся все делать на высшем уровне. А как ты нашел деньги на свой первый развлекательный центр? Там же сумма была не маленькая, насколько я понимаю, да? И знаю, наверное. Да, вот как раз наш общий друг. Да, он я нас понял. познакомил. Он... Как ты его убедил? Нет, не тот, про другого, Ага, из ритейла. То есть да. Ержан, он познакомил меня с владельцем торгового центра, что им нужен парк. Мгм. Просто это совпало в моменте мой уход из компании и необходимость этому торговому центру в парке. И вот мы как бы встретились. Вообще было не многообещающая первая встреча, но когда я уже открыл юрлицо, то есть я сам уже начал приходить, давайте там парк построим.
Они нуждались, потому что парк — это якорь, который тянет Да. трафик. Вот. И в течение месяца мы провели переговоры, я подготовил бизнес-план, презентацию, и на удивление вообще буквально 1-2 встречи, и они как бы согласились инвестировать. То есть собственник торгового центра вложил тогда $2 миллиона, и мы начали строить первый парк. Мгм. Тогда мне было 27 лет, то есть это тоже интересный опыт. Я помню, что это такой крупный лендлорд вообще в Казахстане. Его первый вопрос был про образование. Я ему честно сказал, что я практик. Там, на тот момент 8 лет опыта в индустрии. И он поверил, вложил деньги. Но это очень такой забавный кейс. То есть это был обучающий кейс. То есть не получилось построить партнерские отношения, но мы хорошую работу проделали. За полгода мы построили, потом в Москве получили международную награду. На тот момент вот молодому человеку без образования, там, с определенным опытом в работе, без опыта в бизнесе, доверили такой большой капитал. Мы, в принципе, не подвели, мы четко свою работу сделали, но мы не смогли сработаться именно как партнеры, потому что те люди не совсем предприниматели были. Ну, это отдельная история, Да, это отдельная история, да. Слушай, а вот скажи, пожалуйста, какие моменты в процессе открытия первого центра, да, оказались сложными? Что вот прилетело тебе нежданчиком? То, что ты не ожидал. Вот. Первое — это девал. Получается. Так. Ну, на этот фактор ты никак не Да, можешь но повлиять. это сразу такой шок. Получается, июль 2015 года курс 185, когда мы договорились. Да. В тенге это 370 миллионов. Потом август, начинается девальвация. И вот курс рос постепенно. К концу года он уже за 300 перевалил. И по итогу в январе, когда мы проект запустили, в тенге он стоил 670 миллионов. Мгм. В 2 То раза есть почти два больше. с да? лишним раза. Мгм. В 2 раза, да, Да. почти. Вот. И это первый шок. Так. Второй, в связи с из-за вот этих скачков валютных, там как раз-таки конфликты возникали, потому что та сторона, они не понимали, почему надо платить там с привязкой, например, логистам в долларах. Потому что международная логистика, она всегда идет с привязкой к курсу. Мгм. И второй — это само строительство. То есть я уже пришел там с предыдущей компании, с большим опытом, именно с высокими стандартами в части строительства, поставщиков и так далее. То есть не хотел колхоза, и я как бы уже по опыту сразу приглашаю строительные компании, мы делаем проект, а у нас там было, что, опять-таки, инвестирующая сторона, просто разнорабочую силу, сейчас нагоним, построим. Это был второй момент. Так. То есть и в ходе строительства был один, это такой самый запоминающийся момент. Получается, под каждый аттракцион идут кабеля электрические, силовые, трехфазные. И обычно есть исполнительная схема, согласно которой есть привязки, да, там, как эти кабеля прокладываются. А здесь вот так вот штраба идет, вообще как-то очень непредсказуемо, там раз влево уходит, вправо. Хорошо я фотографировал, в процессе я фоткал все это. И теперь, когда мы уже постелили пол, то есть плитку, керамогранит, и поставили аттракционы, надо ограждение по периметру. И теперь возникает риск, что сейчас пробьем кабель, Мгм. а он уже лежит внизу. И мы вот по фотографиям ходили, типа, по-моему, вот здесь кабель лежит, да, чтобы не попасть в него. И тогда для меня это заставило задуматься, да, то есть можно ли вообще так строить и так делать бизнес. Это один из звоночков такой был. Ну, то есть вы на начальном этапе, на входе не обсуждали, да? Тогда что- не было опыта вообще в партнерстве, в То есть считал, учредительных что все вещах. будет как на Я предыдущей доверился, работе, он да? же Аксахал, у нас 50 лет разницы в возрасте был. Я как бы ему поверил. Мне казалось, Аксахал вряд ли обманет, все будет нормально. Но в процессе третий момент, например, был, это вот мы уже после того, как открыли, мы пришли к вопросу заключения учредительного договора. То есть я говорю, все, уже работа сделана, давайте садиться. И мне дали 2-страничный договор, там вообще такой смешной был, как будто я занял лично денег, там 2 миллиона. И типа, если в течение 3 лет деньги не возвращает бизнес, то я должен еще штраф заплатить 5% годовых. Хотя это не я же занял, это деньги пошли в бизнес. То есть бизнес должен выплачивать, Мгм. которым, да, я управляю. Я как бы отказался на тот момент такой договор подписывать, и мне просто сказали, хорошо, тогда можете пойти уже. И я вот в этот момент, это третий шок такой большой. Но мне удалось в течение месяца-полутора эту ситуацию чуть вырулить.
откорректировать договор, он стал там 10-страничным примерно. То есть Мгм. мы там вход, выход, что будет, если, вот такие. Вот это Хотя всё эти вещи на проработали. входе же делаются. По идее, да, но просто я как бы этот флаг в руки, мы же честные карагандинцы. понятно. То есть, сказал человек, что вот так сделать, хорошо, вот, например. Но это как раз-таки положило основу, я в дальнейшем, сейчас же у меня много партнеров, то есть, и это заложило фундамент. То есть сейчас мы очень тонко разбираемся, как выстраивать. На входе базовые принципы даже обсуждаем. Например, мы в учредительных договорах пишем про честность, порядочность, про то, как мы относимся к делу, зачем нам, про И обязательно выход, да? выход, вход на всех этапах. То есть стараемся это все сейчас прорабатывать. С Дамиром мы знакомы очень давно, с 2011 года. Он мой руководитель бывший, который отвечал за весь Казахстан в сети парков Анкитаун, а я отвечал за сеть парков за южные регионы нашей страны. Дамир – это очень порядочный, целеустремленный, грамотный человек, с которым очень комфортно работать в партнерстве. Мы очень близко дружим, близко общаемся. Он мой семейный друг, можно сказать, как мой родной брат. MyKids – это территория, куда охота возвращаться снова и снова. И вот с того момента, как раз, это уже 16-й год был, осень, нужно было развиваться. И тогда вот зародилась идея создавать свои проекты с маленькими чеками. И вот как раз опять началось все с Караганды. В 2016 году осенью я ездил в Караганду, и мой вот торговый центр, где карьера начиналась, там не было парка хорошего. И мы договорились ставить туда парк. И его сложно назвать парком, небольшой развлекательный центр, но тогда как раз возник бренд MyKids, это было 300 квадратов, $100 000 инвестиций первых. Туда вот вложились мои друзья вложились инвесторами, потому что бизнес в целом капиталоемкий, и с большими инвесторами я тогда не умел работать. И я близких друзей, 2 друга скинулись там по 50 000. И 3, но просто как на 2 части поделенные. И мы начали вот наш первый проект MyKids в Караганде. Мы его открыли 1 июня 2017 года. То есть через 2 года после основания компании. Поэтому в 2025 году уже 8 лет этому бренду. Дамира я знаю с 2011 года, и на протяжении всего этого времени он был большим визионером. Он представлял себе большое будущее. Он видел, что будет управлять большими проектами и сотнями парков. На тот момент это казалось как бы недостигаемо и нереально, но вот из года в год он мелкими шагами постепенно идет к этой цели. И вот одно из качеств, я думаю, что это его визионерство, да, и усердие, упорство, он идет к этой цели. Я вот считаю, что это очень хорошее качество в Дамире. Сейчас мы постепенно переходим в основную зону парка. Это парк для детей уже старше 6 лет и без ограничений. То есть дети от 6 до 10 лет, подростки от 11 до 14, тинейджеры до 17 лет, студенты, молодежь 18-20 лет. И для взрослых. У нас есть взрослые билеты. То есть начиная от 15 лет, это уже взрослый билет. Сопровождающие могут вместе с детьми развлекаться на наших аттракционах. Здесь у нас зона хобби, грим, плетение косичек, VR, то есть множество дополнительных видов развлечений и услуг, чтобы все в одном месте. То есть уже находясь здесь, гостю ничего не требуется извне, все внутри парка. А вот учитывая, как ты создал свой проект, ты не боишься, нет переживаний того, что какой-то член твоей команды уйдет, откроет там похожий, условно, развлекательный центр, и ты взрастил конкурента? Таких переживаний нет, потому что люди периодически от нас уходят. Но те, в кого мы верим, вообще я стараюсь строить в бизнесе такие долгосрочные пожизненные сотрудничества. Мне нравится, как вот в западных институтах там люди десятками лет работают. И те люди,
в которых я верю, что мы можем всю жизнь вместе работать, то стараемся такие условия создать, чтобы они не уходили в будущем. То есть потому что кому-то, возможно, не каждому подойдет предпринимательство самому быть фаундером, но быть там кофаундером или получить какой-то опцион, ну, перспектива в дальнейшем стать партнером компании. Быть как бы маленьким партнером, но в большом, чем там 100% один в маленьком, да, там. Да. Поэтому переживаний на эту тему нет, просто мы стараемся потенциалы понять, то есть этот человек способен ли вырасти. И где-то вычитали, вот это есть история про внутреннее предпринимательство, то есть у нас есть еще внутри компании проекты, которые потенциально кто-то мог бы стать там партнером в каком-то направлении, оставаться в компании, работать, но в то же время быть партнером в том или ином направлении. Над этим мы сейчас думаем, и в перспективе вот таких потенциальных людей мы бы хотели, чтобы они росли, становились партнерами и не уходили. Но в том числе это минимизирует риски, да, того, что они уйдут, и хорошие специалисты, недооцененные вами, и где-то будут конкуренцию вам составлять. Да, но в то же время конкуренция — это же хорошо, то есть она развивает нас. Единственное, наверное, это вот наработанная база, ну то есть вложение в этого человека жалко будет, если, например, он уйдет, и вместе с ним эти знания. Поэтому мы сейчас строим систему, при которой мы не будем зависеть от человеческого фактора. То есть мы хотим именно застандартизировать процессы, систематизировать их, чтобы не зависеть от людей, в том числе от меня. То есть я сейчас, например, уже не в операционке, как бы это как бы пресловуто не звучало. Да. Да, но как бы бизнес уже на рельсах, да, вон там. От сам тебя, в движется. общем, в первую очередь надо страховаться. Ну да, ну часто говорят, что шучу. типа мешает. Да. С 12 или с 13 по 25 год они прямой путь, они не ищут сложных путей. Наши и предыдущее поколение, наверное, это те, кто постоянно ищут какие-то сложные варианты решения задач. Вот эти альфа, они вообще прямо мыслят, очень быстро находят решение. Вот. Но в нашей индустрии очень важно вообще любить детей, и вот этот внутренний ребенок, его постоянно сохранять, да, то есть давать ему возможность. Вот мы ездим там, например, в тематические парки, Disneyland, Universal, еще какие-то. Мы сами катаемся на аттракционах. В наших парках мы когда тестируем, сами катаемся тоже. И вот этот внутренний ребенок, который в детстве чего-то недополучил, он сейчас важно его не усыплять, да, то есть проблема в том, что некоторые люди рано стареют из-за того, что этот ребенок, в них уже все, его нет, вот этого inner child, да, то есть ребенок, который внутри. Давай завяжу. А что, ты не завязал, что ли? Нет. Давай научу тебя. Это не сложно. Ты же умный мальчик, быстро разберешься. Так, один узел. Вот так вот бабочка. И вот это вот сюда. Хоп. Во-первых, он очень добрый, очень любит детей. У него такая широкая душа. Вот. И профессионал своего дела он. Любит свою работу, он живет ею. В основном это 90% это бизнес, а остальное там мы. Но мы уже привыкли. Сначала было нелегко понять. Все стадии вот мы прошли. Сейчас уже стадия принятия. Я всегда как бы говорил, что все хорошо. Вообще все хорошо. Всем доволен. Я вот сейчас начинаешь вот эту вселенскую мудрость понимать в части того, что как-то их навигировать. Не обязательно прямыми, да, там, инструкциями, что делать, а просто иногда от чего-то уберечь, где-то поддержать, где-то какое-то слово сказать. Сестра тоже всегда была таким поддерживающим человеком в любой ситуации, там, даже если я какие-то ошибки делал. Ну вот в бизнесе от ошибок никто не застрахован. Я много делал ошибок, не туда вкладывал или не на том фокус был. Супруга тоже. Вот я уже был там начинающим предпринимателем года 2, и вот мы познакомились с ней. Быстро у нас пошли дети, у нас 4 детей, и один за другим. И она мой тыл. То есть я впереди, она сзади. До того момента, когда мы начали уже такие тематические парки строить, первые 3-4 года мы пробовали разные вещи.
маленькие бизнесы пробовали. Вот один из первых я запускал визовый центр, ну, по оформлению виз за рубеж. Никакой коммерческой выгоды не было, кроме одной, некоммерческой, да. То есть я встретил жену, она пришла к нам работать, и мы в результате поженились. Вот. А остальные все проекты — это майнил биткоин, пробовал запускать стартап-студию, турагентства были и так далее. Это все закончилось просто тратой денег. И плюс у нас был период, когда мы строили парки под ключ. Мы построили 2 таких проекта. То есть спроектировали, закупили оборудование, смонтировали, набрали, обучили персонал, запустили маркетинг и вышли из проекта. То есть примерно там 6-8 месяцев работы. И, в принципе, на тот момент то, что мы зарабатывали, этих денег хватало просто на существование компании. Но мне эта перспектива как-то не нравилась, потому что, например, сейчас рынок консалтинга, на мой взгляд, он растет в Казахстане. А тогда в целом консультантов вообще не воспринимали. Ну, ты как, типа, пришел там, что-то рассказываешь, у тебя ничего нет, да? Такое неуважение это чувствовалось. И поэтому я не хотел быть консультантом. Я продолжал искать локации, инвестиции, много десятков встреч провел. И отсюда тоже выработалась определенная, ну, появилась философия и понимание, что мы получаем в жизни то, что должны, только тогда, когда готовы к этому. Вот ни раньше, ни позже. Когда это осознание потихоньку начало приходить, нам подвернулась одна хорошая локация в Уральске. В середине 2019 года мы начали его строить, и вот первый MyKids, именно полноценный семейный развлекательный парк, мы открыли аккурат перед ковидом, в начале января 2020 года. И в 2020 году к нам обратились, у меня большой нетворк по заводам, и ко мне обратились там консультанты из Европы, из Бельгии. Им нужно было осуществить монтаж там одной площадки в Грузии. Сделали, все хорошо. Теперь приходит еще пару таких запросов. Следующий объект — Швейцария. И там тоже разрыв сознания. Какой Швейцарии? Какие парки? Кому? И там, то есть, понимаете, да? То есть казахстанский предприниматель организует ребят с Украины, чтобы они собирали парк Швейцарии. Звучит как фантастика. Еще был ряд проектов потом позже в Сербии, в Румынии, в Германии. В Германии прям большой проект был. Как раз тогда я увидел, что еще в мире можно... Ну, вот есть куча других рынков, кроме Казахстана. Кстати, и кроме Германии мы еще похожую работу делали на Ближнем Востоке и в Индии. Бахрейн, Саудия, Эмираты, Индия и даже в Пакистане. Да, я Дамира родная сестра, так получилось, что я его единственная сестра, старше его на 3 года. Как он всегда говорит, когда я родился, меня поджидала ты. Мы очень с ним родные, и Дамир очень часто шутит и говорит, что Гуля — это то же самое я, только в женском обличии. И с детства мы выросли в ауле, Дамир уже неоднократно, наверное, рассказывал, и получилось так, что когда нам давали какие-то задания по дому, да, по хозяйству, то Дамир собирал всех своих друзей, со дворов, всех наших друзей, его друзей, а сам он просто руководил. То есть уже с детства по нему было видно, что он руководитель, он сам не занимался, можно так сказать, черной работой. Это, наверное, не просто так, потому что с самого детства дед всегда нас воспитывал, дедушка, и он всегда говорил: мой внук будет директором. И как-то вот он его настраивал, наверное, это все-таки играет роль. А в обычный футбол играю и в фифу играю. В фифу я играю с 2002 года. Опытный фифер. PlayStation 2, по-моему, была. И люблю играть с соперниками, с которыми тяжело, ну, то есть сильнее кто. И когда в фифу играем, там бывает, например, кто-то летит 2-0 в первом тайме, и он уже второй тайм, короче, от балды играет. То есть он заранее сдался. Ну вот мы недавно футбольный турнир делали с нашим коллективом. И вот молодежь, 18-20 лет, они вот не добегают, там вот, например, мяч уже в аут должен выйти. И вот он уже, ну, по идее, надо ускориться. Но они уже не дорабатывают. То есть они не верят, что могут догнать. Там, допустим, лето, жара, каникулы, хочется на речку побежать играть, а дед говорит, ну вот надо там, колорадский жук там, например, надо почистить, ну, то есть прополоть, что-то сделать.
И ты как бы играть хочешь, а с другой стороны он говорит, хорошо, там, не делайте, ну, там, то есть в огороде не работает, тогда осенью кушать нечего будет, например. И тебе совесть не позволяет. Или там по дому работа какая-то. Он уже чуть слеповатый был, и хочется играть. И я помню, уже ухожу, и он говорит, я сам сделаю. И вот в 90-х новых гвоздей не было. Все со старого места вырываешь, выравниваешь и забиваешь. И он берет молоток и по пальцу себе. Ну, не специально. Кровь. Как я уйду? Конечно, возвращаюсь. То есть, но даже если оставалось 15 или 30 минут поиграться, ты бежишь, играешь, потому что любой ребенок хочет играть. Зимой вообще количество работы вдвое увеличилось, потому что добавлялось сено, вода, и у нас не было колодца, он был у соседей. И чтобы напоить, например, всю скотину, надо было несколько десятков рейсов сделать с фляги по 40 литров. И я помню, так, короче, 3 фляги нальешь или 2, и там корова одна может подойти и просто вот залпом раз выпить, и ты опять идешь. И еще смотришь, ты успеешь поиграть или нет. То есть вот какие-то зачатки тайм-менеджмента тоже там заложились. Хочешь, можешь медленно убирать сарай. Просто потом мало играть будешь. Вот такая прямая мотивация во всех вещах была. Дамир любил с детства читать. Он любил узнать про все-все. Он очень много книг читал в детстве. У него всегда и в школе была высшая успеваемость. Вот. И у него всегда, ну, как бы, такие вот были планы. Но потом он уже рано повзрослел. И вот для нашей семьи он стал опорой. Ты знаешь, очень многие казахстанские бизнесмены, я много кейсов таких вижу в жизни. Как только здесь что-то сделали, все, мы едем покорять Америку. Все, мы открываемся в США. Какие у вас планы по развитию бизнеса? Вот почему, извиняюсь, почему я сказал про Америку? Потому что никто не говорит, мы поедем там, не знаю, в Индонезию или в Малайзию. Все в Штаты. Понял. Любая там кафешка, не знаю, там еще что-то. Все пытаются вот в первую очередь открыться в США. Понял. Ну, я не исключение, потому что когда, действительно начало что-то получаться, несколько лет назад мы сразу начали думать о США. Причем предложение поступило от самих американцев. То есть мы не на голом энтузиазме. У нас же поставщики со всего мира и нетворк большой. То есть во многих странах у нас есть хороший нетворк, в том числе в США. И после ковида там сильно поменялся ритейл. Много в онлайн ушло. Ну, ковид именно пропушил это. Крупные сети закрылись. И очень много пространств свободных, которые сейчас потихоньку в интертеймент превращаются. Это еще до ковида, вот в феврале 2020-го мне американцы говорили, посмотри сюда. Теперь в 2022 году мы уже серьезно начали задуматься, и 2023 год я прям плотно прорабатывал пилотный проект. Ну, кто вот знакомые, друзья здесь знают, я там уже рейзил деньги, ходил, предлагал. Но потом я понял, что удаленно, находясь здесь, там бизнес запустить не получится. Потом мы общаемся с партнерами, друзьями, кто уже смог что-то большое построить. И еще один фидбэк был, что, ребята, вы сначала дома кем-то станьте, то есть потом уже можно идти. Да? И поэтому мы захолдили на какое-то время. То есть последние 2 года у нас фокус на Казахстан, то есть мы кратно выросли, и, соответственно, мы здесь отрабатываем бизнес-процессы, усилили команду. Ну, в первую очередь мы начали с команды, то есть у нас в разных направлениях сейчас топ-менеджеры, middle-менеджеры, отстраиваем процессы и так далее, и не торопимся. Еще пришла вот такая философия и понимание, что тот, кто идет далеко, он не торопится в моменте. Поэтому мы эти планы пока чуть-чуть сдвинули по времени. То есть мы хотим сейчас в Казахстане зафиксировать свою позицию, улучшить процессы, но параллельно ведем такие вялые переговоры. Например, в США у нас есть там 2 сети, с кем мы общаемся, о возможности зайти в действующий бизнес. То есть не пилотный проект, как мы раньше хотели, а уже где проект,
с действующей, ну, как бы действующий, с трекшеном, куда мы можем зайти и уже сразу начать работать. То же самое в Германии. Да, супер. В целом наша индустрия, она очень интересная, хорошая, добрая, но, как и везде, есть свои нюансы. То есть, если идти в эту сферу, нельзя ожидать, что там все будет сразу с первого дня хорошо. То есть мы, когда делаем любой проект, мы прогнозируем, мы отталкиваемся от самого пессимистичного сценария. То есть это рассчитываем окупаемость там, до 4 лет. Через 4 года надо обратно заново инвестировать. То есть реновации делать. Надо заранее это предусмотреть. И мы уже много видим проектов, где, например, на это расчет не делался, да, и первые 2 года у них как-то это выстрелило, а потом уже они в тупике, не знают, что делать. И начинающие в этой нашей сфере предприниматели делают вот такие ошибки. Там, одна из ошибок — это неправильный продукт, вторая ошибка — это высокие арендные платежи или высокие операционные расходы. Вот. Поэтому не стоит питать каких-то особых иллюзий, что здесь можно прийти и очень быстро разбогатеть. Поэтому, идя в любой проект, мы тщательно прорабатываем все риски. В первую очередь думаем о наших гостях, то есть детях и их родителях. Вторая ответственность перед нашими арендодателями, потому что мы занимаем большую площадь. Они вложили деньги, чтобы построить эту площадь. Третья ответственность перед инвесторами, перед государством. И в пятую очередь мы сами. То есть мы в последнюю очередь думаем о себе. В первую очередь вот эти 4 категории, 4 института, да, то есть клиенты, арендодатели, государство, инвесторы и только потом мы. Тогда вопрос заключительный. Что тебе приносит настоящее удовольствие в бизнесе помимо денег? Это ведь, это большая работа, да? От чего ты кайфуешь? Не деньги же, наверное, приоритет самый главный. Конечно, нет. И вообще, вот это одна из мудростей в бизнесе, что если фокусироваться на деньгах, ничего не получится. То есть у нас фокус, и от чего я кайфую лично, это от создания, то есть процесс создания. Создание продукта, создание партнерств, создание каких-то интересных там историй, каких-то маркетинговых вещей. То есть я именно от процесса созидания здесь получаю огромное пути, удовольствие. да? От дороги. Однозначно, да. А если говорить о деньгах, мы пока все инвестируем обратно. Мы пока там их и не видим, если честно. То есть мы все инвестируем. У нас такой этап, и мне кажется, на этом этапе чаще всего, вот когда первые деньги идут, многие ошибку делают, что начинают сразу там, на себя. А мы, наоборот, все в бизнес вкладываем в расчете на долгосрочный рост, и что в будущем это оправдается. В общем, вы строите большого глобального игрока. Да. Спасибо тебе огромное. Очень классно. Я желаю только удачи и процветания. Да, и в том числе как своим землякам. Да, спасибо за приглашение.